Так, всем привет, ребятки. Всем привет. Сейчас проверю звук. Так, всем привет, ребятки. Звук вроде бы работает, все отлично. О, уже и зрители появились. Это хорошо. Сегодня попозже запустил. Ходил в магазин. Мог бы раньше. Много чего построил уже. Ну так, по чуть-чуть. То подходил, отходил. Мастерскую сделал. Вот. И так по мелочевке еще что-то сделал. Склад там, где пшеница, поле пшеницы собрал. То есть так по мелочевочке. Сейчас будем вот выравнивать вот этот вот. Вот это вот тут хозяйство. Вот, я уже много выровнял. Сейчас покажу. Темно, правда. Но он много чего выровнял. Он даже туда ушел. Сейчас буду еще выравнивать, прикидывать так, что мне нужно, что не нужно. Вот там вот наравняю. И здесь вот с этой стороны буду сегодня вот так вот все вот это выравнивать. Потом займемся, может быть, заборчиком. Посмотрим. Посмотрим. Посмотрим, чем там заняться нам будет. Увидим. Сейчас у меня земля кончилась. Вот здесь вот будем выравнивать. Сейчас земли много будет. Но сегодня в основном буду выравнивать. То есть такого ничего не будет. Серьезно. Может быть, этот улучшим, как его... Ну, наш этот мечик этот. Не знаю. Надеюсь, понравится вам. Смотрите, Саша, общайтесь в чате, пожалуйста, пишите комменты. Это надо, комменты пишите. Никто не хочет писать комменты и общаться здесь, Саша. Сегодня. Пока что. Люди заходят, смотрят. И все. Неинтересно.
Ой, не то сделал. Так. Это значит у нас... Где там выровнено-то? Откуда? А вот она. Перед ноль идет. Вон до сюда. Сейчас мы туда, чтобы сравнять нам. О. Пшеницы собрал я. О. Так, нормально так собрал. О. Курей немножко добавил сейчас. Надо, блин, как же они, эти кури, может, силки поставить, попробовать. Так, вроде бы... А, еще надо. Что здесь трактор не сделали, а? Чтобы выравнивать. Обязательно лопаткой надо. А что это такое было? Да, ровно, ровно. Лопаткой. Ну ничего, выровняю. Там вон насыпать надо. Здесь убирать. Вот я хочу выстроить целую деревню. Поставлю. Что-то это не снижает. Все что ли? Так, как картинка нормально, просто у меня с сегодняшнего дня скорость это послабже. Вот, как у вас там нормально, потоки и все такое, ребят. Обратите внимание, пожалуйста. Скорость интернета теперь поменьше, потому что у меня пенсия не резиновая. Но я немножко убавил. Попробовать таким способом постримить и все такое, ничего не исправлял. Вроде бы у себя нормально вижу. Картинка вроде бы нормально все. Вот это снижать тяжелее, чем поднимать ее. Поднимать легче. Я там научился, как ее поднимать. Это легче. А вот убирать, снижать, чтобы 5-0 этот был.
тяжелее. Ай, ё-моё, не вовремя, а. Сейчас, секунду, ребят, пока что отключусь, звук.
Так, извиняюсь, ребят. Звонила матушка. Там мне еще в ВК кто-то что-то написал. Кто-то в Москве находится. Не вовремя. Ни привета, ничего. Во какой, ё-моё. Написать написал, а привета нету, а? Ну как это так, а? Даже поздороваться не может. Пишет дядь Саш, я в Москве. Ну и хорошо, что в Москве. Москва большая, Москва хорошая. Только шумно там. Главное, чтобы самому нравилось в Москве. Че она? Москва и Москва. Приветик, Мариш. Приветик. Там как это, видео нормально, ненормально. Посмотри, пожалуйста. В магазин ходил, неудобно его было писать. Во как. Пишет. Как это идет нормально, ненормально, просто это. У меня интернет сейчас послабже стал теперь, потому что я же это, пенсия не резиновая. Посчитал подешевле, то есть, чтобы оплачивать интернет меньше и проверить заодно, как оно для этого канала. Сегодня первый день. Нормально, ненормально, не знаю. Вот. Вроде бы пропусков кадров не пишут АБС. Вроде бы должно все нормально быть. Я думаю, хватит, наверное, 55 мегабайт, чтобы стримить. Потому что у некоторых у ребят, я посмотрел, у них они говорят, у нас вообще тоже по 50 мегабайт, у кого 45, у кого аж 35 мегабайт. Вот. И стримим нормально, ничего. И я решил нормально, да? Спасибо, Мариш, большое. Вот. Я решил попробовать, думаю, что я буду платить. Все-таки, правда, экономия небольшая, но все равно, то есть, если посчитать за год, и как они еще этот интернетом занимаются, то есть, тут у нас сейчас другая фирма появилась, конкуренты, я уже приглядываюсь к этой фирме, то есть, из этой фирмы убежать. Потому что они неправильно делают, то есть кто давно сидит у этого провайдера, даже вот мне поблажку никакую не дали, то есть я снизил ставку, вот, то есть было 900 рублей, стало 590 рублей, то есть и то заставили за 2 месяца оплатить вперед, то есть на сентябрь и октябрь, получается, там. Вот. 2 месяца вперед, то есть никаких поблажек. Говорю, извините, я у вас уже не 1 год интернетом пользуюсь. Что ж, мне зачем оплачивать за 2 месяца, когда я автоплатеж сделаю, и следующий месяц оно и так и будет оплачивать. Вроде бы у меня всегда вам перечисляют, все нормально. Нет, у нас такое правило. Хоть вы наш, хоть не наш, платите за 2 месяца вперед. Я говорю, вот это да. А мужик передо мной, он, видимо, наверное, на много месяцев брал. 13 тысяч чем-то заплатил. Вот, тоже такой же, какой и я тариф взял. Вот, он, видимо, сразу на год или на 2, что ли.
непонятно. Ну, я видел чек, что там 13 тысяч с чем-то. Я ему посоветовал, говорю, возьмите минимальный, как бы. Там минимальный еще ниже есть, 45 есть мегабайт. Но а это 55 мегабайт. Я говорю, ну вот, чтобы полтинничек был и нормально, и мне кажется, это достаточно будет. Ну, то есть не берите дорогой, дорогой нет смысла. Он такой же, мне кажется, как и дешевый. Потому что, как я ему объяснил, я говорю, я когда платил им 1300 в месяц, да, чтобы у меня 100 на 100 было, его не было. Он так и был всегда, 90 туда, 90 туда. Ну, то есть провайдер обманывал меня. 2 месяца, что ли, там я платил, зазря переплачивал. Ну, когда они приходят с компьютером своим, этим блоком, этим ноутом, у них скорость нормальная. И туды, и сюда, говорят, это... А у меня 2 компьютера, и на одном одно показывает, на другом другое показывает. И в чем проблема, фиг их знает. А у них, небось, там программа специально стоит, ее накручивать. Я так думаю. Ну, почти что уже выровняли. Сейчас вот это вот еще чуть-чуть. Тут осталось. И уже что-то я могу строить. Нет, мне строить я, конечно, пока что не хочу. Если видео хорошо, это отлично просто. Но игрушка хорошая, интересная. Правда, копать много надо. Выравнивать. Плохо нельзя нажать там, например, 5:0, чтобы он сам восстанавливал. Приходится каждый раз нажимать. На мышке руку сводит. У меня просто ранение было на эту руку. О, на мышке. Вот вроде бы букву Е нажимаешь, вроде бы нормально. О. Ну, на то и что они сделали феодал. То есть, как бы, конечно, когда народу много, это все быстро делается. И выравнивается, и все такое, но одному подольше поиграть придется. Но я уже пшеницу собирал сегодня. Ну, и новую посадил, не знаю, сколько будет расти. Ну, надо пшеницу и эту посадить еще. Но тут-то август сейчас. Может быть, это... Тут же тоже сезон вот эти вот влияет. То есть
лето, ну, зима будет, то есть уже ничего расти не будет на огородах. Надо ждать, когда придет весна. Тогда еще будет расти. Тут так в игре заложено. Ну, как раньше было, сейчас не знаю. Теплиц нету. Плохо, конечно, что теплиц нет. Но телег хоть сделали. Там надо к скале проложить дорогу, чтобы я на тележке ездил, например, туда. О, здесь все вроде бы. Все выровнено. 5-0, 5-0. Нормально. Пойдем доделаем вот тот край, как я начал, да? Тут у нас вот здесь вот надо доделать. Вот этот уголочек до конца. Вот удобно как высыпать теперь. Видите? Раз он сам стоит, только смотри, поглядывай, когда 5-0 будет. Ну, ничего не надо нажимать. Видите, он 4-7, 4-8. Можно кучки побольше сделать. Ой, сколько я нарыл. Ну, вот без ГМ, конечно, я столько не смог бы земли в себе держать. Ну, вот ГМ у меня включен, и сумка может быть большая. Вот. А если ГМ отключить, она будет ругаться. Вот. То есть она не будет давать вам добывать определенное количество только можно. И видите, предел есть у стопки. 10 тысяч. Походу. Вот так берете, раз. Главное смотреть, чтобы 5-0 был. О, ну, может быть у вас по-другому, не 5-0 обязательно. Можно лопаты, но лопаты как-то посложнее. Нет, ну один, там два, это лопаткой можно. Вот, ну вот 5 штук, это как-то неинтересно. Вот так вот можно раз наваливать кучку. Но без ГМ это было бы сложнее. То есть, много что-то я переборщил. Заболтался. Но это ничего страшного. Здесь выровнять можно, тоже 5-0 сделать. Так, и у нас получается вот до сюда выровнено, да? Ох ты, тут город какой мне еще гребсти, ё-моё. Ну ладно. Выиграем. Вот так вот подходите к этому. Раз. Карман включаете. И он сам раз. Накидывает. Как точка дошла, какую вам надо. Там может быть 7-0 у вас.
У меня 5-0. И вот так вот выравниваем. Будет на месте прикидывать. О. Таким макаром. Потихоньку, потихоньку. Выравниваем. Конечно, он 2-0 завышено, конечно, он не будет так сильно. Видите как? Приходится хитрить. Лучше, конечно, вот так в селедку заходишь и делаешь как бы ворочку. Как зашел 5-0, дальше можно в другой. Да, блин. И вот так потихонечку, потихонечку выравниваешь. Пока что дубы растут. Вон они сидят, дубы мои. Потом забор будем строить. Там много надо будет дерева. И камня много надо будет.
Не, можно спуск было сделать, конечно. Чтобы не так сильно выравнивало. Но мне кажется, некрасиво будет. Когда одно поле, считай, выровненное. Это красивее намного. И вот так вот выравниваешь, выравниваешь. Потихонечку, потихонечку. И все выравнивается как надо. Участочек за участочком. И нормально. Кончилась земля. Значит, где-то надо ее накапывать. На другую сторону переходишь, там у меня равнять много. Но лучше высыпать. 1000 раз лучше. Чем на это выкапывать. Кажется, так удобнее. А, то и дело, сидеть, на кнопку нажимать. А высыпать поставил, раз и все. Выравнивает. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Дойдем. Сейчас здесь 3 этих. Наверное, хватит мне земли-то. На 3 штуки. Не, тут больше. На все это хватит, наверное. На 4 квадрата. На 6, 9 квадратов, наверное, хватит.
Ой. Переборщил. Здесь две. Сюда можно эти две знать. Слетел. Видите как? Такое бывает. Сейчас опять слечу, наверное.
все кончилось, да? Эх, жалко. Все кончилось. Ну, теперь здесь все выровнено. Вот здесь выравнивать надо будет. Тут все равно по много, вон. По 1,0 считай сыпать. 1,1. Такое. По много сыпать. Здесь вот тоже выравнивать. О, вот здесь надо было мне выровнять. Вот это. Что там у нас с моментом? Сейчас мы посмотрим. Во, улучшение можно делать. Ага. И что он требует? Больше улучшить монумент. А, вот, серебро нужно. Тесанный гранит и мраморная плита. Ну, сейчас сделаем. Мрамор я знаю где. Гранит тоже приблизительно знаю где. Ну вот серебро. Серебро. Блин, почему тебе золото не надо, а? Почему ему золото не надо, а? Сказал бы золото, я бы ему дал золото. Это обязательно серебро надо. Надо серебро. Обязательно. Один. Вроде бы правильно. Да. Серебро. Выплавка. Сейчас наплавим.
Так, гранит, тесаный гранит, мрамор. Сейчас наколдую. Гранит. Мрамор еще, да? Чай, мрамор. Мрамор, мрамор, мрамор. Теперь вот ждать, когда она это... Уже 15 радиус. 15. Но содержание уже его прилично. Мечик изменился. Так, сейчас выгрузим, подождите. Надо, по идее, склад построить. А? Как вы думаете? Склад построить. Так, вот это вот надо одну штучку взять. Золотую. И вот сюда, ребятки, кидаете. Как бы подношение Бога. Но надо, чтобы вот это вот было, это, если полное, то оно не примет. Еще можно, что ли? Здесь 103 тысячи. А это значит 200 тысяч, наверное, можно теперь. Походу. Наверное. Ну-ка, сейчас проверим. У меня тут еще есть. И слитки вот есть 3 штучки. Ну-ка, один слиток отдадим. Золото. Ух ты, 300 тысяч сразу дают. О как. Лучше маленькие подносить надо было. 300 тысяч. Это следующий, походу, будет. Он сейчас не примет больше. Ну, не должен, по крайней мере. О, видите, у вас монумент полный. То есть слиток нежелательно. Лучше вот эти маленькие, походу. У вас зато будет власть качаться. Я так понял. Только что она дается? Умение. Что она дает, эта власть, непонятно.
Ту-ду-ду-ду-ду. Власть. Вот она, наверное. Вот она, власть. Переименовать. Позволяет завладеть землей, позволяет построить гильдии, позволяет отмечать нарушения границы и преступность, заявить право торговать, заявлять право строить монумент, нарушитель какой-то, поклон монументу. Но он дальше, наверное, не пойдет, мне кажется. Надо качать что-то другое, походу. Право собственности. Распаковка. Подарок. Захватить. Работить. Кого-то можно поработить. Рецепты. О, амбар могу строить. Рабы в амбаре производят сельскохозяйственные приказы. Ну-ка. И кофе. Рабы из героической копии обеспечивают гильдию вором сагу каким-то. Ух ты. Филорама. Доски из мягкой. О, вот это надо строить, наверное. А может быть, у меня нет власти еще. Лагерь рабов. Мне кажется, когда власть будет больше, тогда я могу это строить. Скорее всего. Карьер. Глина и песку. Мне даже интересно стало. Я могу их строить. Искусство позволяет создавать маленькие картины, декора, учиться в школе, стать учителем в школе. Плавание ничего не дают, да? Раньше плавание что-то давало. А вот здесь вот положить, поднять, рецептов, двигаться. А если смысла нет качать. Сесть, оставить, выпустить. А дальше, ничего, смысл нет качать, что ли? Ой, ё-моё, я думал, надо. Это что? На божество. Прославлять Бога. А рецепты какие? О, рецепты какие-то есть. Вот идолы солнца. Какое-то божество можно построить, наверное. Строить, устанавливать идол. А здесь что, увеличивает шанс быть услышанным богами, повышает карму. О! А здесь уже какие-то формы могу одевать. О как! Позволяет благословлять людей,
взывая к Божьей милости, которая убирает потерю скиллов и работает только во время ПВП. О как. А рецепты какие? Нету. 90 что нам дает? Удачу какую-то. Удачу на 10. Рецептов нету. Надо молиться. Все понятно, все понятно. Вот здесь я не знаю, как коня мне прокачать. Лечение это точно не прокачаю. Вот эту штуку, наверное, мне надо сделать. Тренировочный меч. Им тренироваться. Скорее всего. Силы у меня сколько? 22, нормально. Хватит. Ловкость. Удачи нету. Бум-бум-бум-бум. О, граф. Звание в гильдии. Граф я. Граф дядь Саша. Прикольно, чё. Чё там у нас с курами-то? Будут они нестись-то? О! Продукцию сделали. Вау! Собрать. Вот 10 яиц дали. Ё-моё, а? И животноводство у меня пошло вверх. А говна не дает. А дерьма не дает. Вот гад, а. Ой, куры начали нестись. Ё-моё. Я их побольше туда накидал. А кролики? А кролики нифига. Ничего не дают. Даже дерьма не дают. Сволочи. Вот здесь тоже, собрать можно. Опа, и еще 10 яиц собрал. О как. Это сколько у меня кур? 10. Значит, они, если... Это хорошо. Яйца стали нести. О, я уже качнул. Значит, мне надо кур заводить ему. Тогда я животноводство прокачаю. О. То я уж думаю, как мне качать, где оно, животноводство? Вот оно, вот. Управлять, собрать, очистить, приручить. Вот. Как я прокачаю, позволяет разводить животных в амбаре. Вот. Тогда я смогу в амбарах разводить. Вот. Если я приручить крупных животных и разводить их в небольших конюшнях. Вот 60 если качну, то есть надо качать вот это животноводство. Короче, кур надо ставить ее побольше. И раз в сутки яйца с них снимать. А кролики нифига ничего не дают. Пока что кролики нифига, даже говна не дают, и продукции никакой не дают, собаки. Починить, управлять, починить могу. А здесь починить, управлять. Ну-ка, а что чинить там, небось, целого, да? Блин. Надо и ждать. Тогда, может, еще поставить 10 кур, еще закинуть.
Потом же она это... Так, животноводство, да? Вот заготовку припасов, вот. Во. А заготовка при максимальное качество изготовления предметов позволяет убирать животных в курятнике, амбарах и стойлах. А, вот, как я то прокачаю, это откроется, наверное. Скорее всего, так и будет. Когда 30 то будет, тогда оно откроется. Вот чего. Подобрать, зарезать вот могу животных, использовать дубильную ванную. То есть мне надо то сначала хотя бы до 30 докачать, и тогда я максимальное качество животных после спешного разведения позволяет разводить мелких животных в клетках, а также чистить клетки, амбары и стойла. Блин, как же это все сложно, а? Вот потом обоих коней могу. И вот пошив одежды, шить одежду можно будет. Ну, травничество, приготовление порошка продвинутое фермерство. Плуг могу использовать. Пахать. Перемолоть чего-то могу. Муку. Ручной жернов надо. Ручной жернов надо. О, ё-моё, сейчас мы его построим. Оно же можно перетаскивать его. Вроде бы я помню, что таскать можно. Так, строить. Это мебель у нас, наверное, да? Мебель. Ручной. Вот. Ручной жернов. Ну, камень у меня есть, рукоятка есть. Доски есть. Ну-ка, давай-ка построим. А за пшеницей мне надо ехать туда, ё-моё. Камень у меня есть. Камень, эти штуки еще взять. Вот доски есть. Даем. Shift забыл нажать. Не, 10 штучек хватит по. Там, мне кажется, там 2 надо. Или одну что ли. Ой, яички, яички. Яички у меня есть теперь. Ха-ха, яичницу можно готовить. Так, и еще и эти штучки. Штучки эти, наверное, в той. В той, наверное. Нету. Так, подожди, они же были куда-то, я их клал. Как-то так их нету, а?
Правда нету двери, окна. Они ж были, неужто я их выкинул, а? Вот они. Я же говорю, есть. Вот они. Рукоятки-то. Как-то нету. Я это уже делал. Рукоятки. Создать мебель. Ну, блин, доску что-то я много принес. Это тоже много. Камня тоже много. Все, строим. О! Все, надо это все разгрузить в себя. Съездить. За этими, как его? Камушек сюда бросим. Золото положим. Золото мне не надо. Рукоять тоже сюда положим. Так. Дерево. Так, теперь надо туда ехать, ё-моё. А как ее делать-то? Вот, я ее поднять могу, переименовать, починить. Ай, вот, перемолоть. О, вот видите, пшеница. 5 пшениц и мука получается. Сейчас мы пшеницу. У меня там много, я сегодня собрал. 1000 штук. Сейчас съезжу. Где-то там. Сейчас, подождите. По карте. Вот туда надо. Надо кухню поставить. О, можешь пироги там готовить. Вон, видите, какой сегодня склад построил. Вот у меня пшеница есть. Сейчас мы ее перемолим там всю. О, как домой можно возвращаться. Вот, раз. Опа-на. И дома. Не надо скакать назад. То есть у вас дом стоит, на нем
привязались, да? О. Ну, то есть возвращаться можно. Главное, чтобы жеребцов забирайте с собой в карман. Перемолоть. Вот и смастерить. Сейчас покачаем. Продвинутые фермерства. Вот качается. Сейчас докачаю уже 90. Ну, у меня стоит прокачка по-быстрому. Только что она даст, это фермерство продвинутое, я не знаю. А муку, походу, потом использовать для этого приготовления какой-то пищи, наверное. Тесто делать. Ну тут кухню можно построить, кухню вообще. Да, сейчас это сделаем, кухню. Сейчас кухню сделаем, чтобы была. Вот здесь телеги у меня. Я кухню все-таки сделал. Если у меня здесь это будет, то вот здесь кухню, наверное, поставлю. Вот здесь вот кухню, вот здесь проход сделаю для этого, чтобы посвободнее было. А вот здесь вот кухню поставлю. Строить здание. Так, она вроде бы ремесленная, нет, домница разная, колодец каменный. О, мастерские, вот, можно мельницу выстроить, но она, я не помню, что делает, она перемалывает тоже так же, за место вот этой маленькой, она перемалывает муку. Можно потом, нет, я сейчас не хочу. Хлеб, вот, приготовление пищи, вот она, кухонька. Вот, мы ее сейчас, она 3 на 3, да? Мы ее сейчас выстроим. Правильно. Не, чуть назад. О, то, что надо будет. Так вот здесь столик, вот да, он это. Может и развернуть по-другому. Да какая разница? Вот так сделать. Вот это вот туда. Не, я ее вот так поставлю. Блин, как же это вырвал. Во. Вот так поставлю ее. Сейчас мы ее построим быстро. Я слово волшебное знаю.
слово научился волшебное. Так, добавить топливо. О, вот сюда топливо, наверное, добавляешь, а потом готовить что-нибудь. Топливо мне надо наделать вообще-то. Вот с топливом надо наделать. Сейчас наделаем. У меня где-то бревен много. Или там в складе. Я вот не помню. Вот они. Бревна. Мы их сейчас все перепилим. Так, муку пока что сюда. И пшеницу сюда положим. А вот это сейчас все перепилим на уголь. Переделаем. Вот это закидываем сюда, вот это вынимаем. И включаем. О. И включаем. Сейчас из нее уголь сделаем. Вроде бы так. Или это в обжоге надо делать. Фиг ее знает. Сейчас разберемся. Или в домнице. Сейчас разберемся. Выплавить. Нельзя что-то. Значит, нельзя здесь. Ну ладно. Сейчас в другую. В домницу еще попробуем. Я знаю, что как-то так делается. Что-то не переплавляется, значит, не здесь. Значит, в обжоге надо. Димка, привет. Хорошо, Дим. Все нормально у меня потихонечку. Вот уже третий день стримлю. Потихонечку. Отдохнул 2 месяца. Хватит. Рыбку половил. На природе немножко побывал. Вот теперь занимаюсь. Блин, да что такое-то? Че она не переплавляется-то? А? Без 150 грамм не разобраться. Да, надышался с удовольствием. Ухи поел, короче. Нифига. Переплавить. Значит, она не это. Не нагревает. Значит, поеду это. К обжогу туда делать там. О, сейчас кухню попробуем.
Топливо добавим. Вот, готовить, приготовить пищу. Добавить то. Вот, готовить это одно, походу, а приготовить пищу это другое. Вот, можно. Вино надо. Бараний стек. Баранина надо и вино. О как. Компот можно. Вот яблоки и ягода. Яблоки и ягоды, то есть ягод насобирать и яблоко, и компот можно готовить. Вы откуда идете? Саки, ну и как, ака нормальная, это, Дим. Ну, блин, замучили. Я хотел видео поснимать, но отказался от этой идеи. Из-за чего? Замучили рыбинспекция, прикинь. Вот. То есть, она подъезжает, она видит машину возле реки. Вот. Видит машину и сразу подъезжает. То есть, появлялись из разных, как бы, это... Ну, там... Как у нас было, то, что за счет детей, то есть продукты типа привез. Вот, убирает сейчас машину, вот. И, то есть, приходилось убирать на 200 метров от реки. А приготовить пищу, да, ну тоже... А, не, приготовить пищу это по-другому, видите? Жаль, это как в костре. Чертежей нету. Как в костре. Видимо, так. А готовка это уже кулинария. Это гуляш. Вот, яйца как раз у меня есть. Я, наверное, вареные яйца могу делать, да? Вот, тесто, а как-то так тесто варить. Проблема в машине. Не, проблем в машине не было. Штрафы большие, вот чего. Штрафы большие. Вот сыр даже могу варить, то есть молоко, корову когда будут. Треска с капустой. Его капусту и треску можно готовить. Вот, а хлеб, мука и хлеб могу делать. О, вот это я могу уже сейчас, наверное, стряпать. У меня же мука-то есть. А уже... Чего? Каких карасей? Нет, я в рыбалку не хочу. Дим. Ферму, Дим, можно поиграть в ферму, слышь? Это я не откажусь. Ферму. Ты же знаешь, дядя Саша ферму любит. Вот ферму я могу с тобой это поиграть. Или на авиков. Или на авиках покататься. Или на авиках покататься. Вот хлеб. Хлеб, тут мука. Мука у меня есть. Вот, смастерить. Сейчас что-нибудь качнем, наверное. О, кулинария пошла качаться. Класс. Авики. Фу. Не, только караси.
Фу. О, кулинарию докачал. О, хлеба наделал, ё-моё, дядь Саша. Так, добавить топливо. Чуть-чуть расходует. Надо это съездить, еще наделать угля. Все дерево все собрать и угля наделать. Где? Ух ты, сколько хлеба-то я напек, ё-моё. Надо его сложить. Хлеба-то сколько напек, а? Ой, ё-моё, полный карман хлеба. Фу, да, фу. Так что, Димка, ты себе компьютер купил, да? Новый собрал, да? А старый куда дел? Старый куда дел? Компьютер. Разбил, что ли? Или пропил? Шучу, конечно. Шутит дядя Саша. Так, здесь хлеба у меня много очень, наверное. Надо... А не, вообще-то 30 килограмм. Одну съесть можно. Старый для работы. А, ты так хочешь сделать. Старый для работы, а новый для игр? Блин, ах как. Ты все. Везет тебе компьютер, а я еще не набрал, вот только 16 тысяч только набралось. Так, поехали на речку. Там у меня это стоит печка. Уголь сделаем. Заодно туда заедем, там еще дерево есть, заберем. Поленки. И переделаем в уголь все это дело. Ну вот, врезался в яблоню. Опять врезался. Да что ж такое-то? Все деревья шип. Вон как. Ну это ж хороший подарок для себя сделать. А я вон урезал себе интернет. Теперь я буду платить 590 рублей. Но скорость меньше. Вот. Урезал интернет. На сколько было? Было 90 плюс, да? Скорость мегабайт. А сейчас 55 стало. Вот.
Экономлю, блин. Что-то у меня в месяц выходит затрат много. С сигаретами с этими вообще 3000. А бросить никак не брошу. Вот. На речке здорово было. Блин. На речке вообще было прямо прекрасно. Видал, там видосик смотрел с племянником я на реке. Племянник даже приезжал. Вот. Он, правда, это, такую рыбу не ловит, только хищника ловит. Вот он лазил там по этим. Я снял мало, конечно. Вот. Не стал много снимать. Он там по ряске по этой лазил и так ничего не поймал. Вот. Он у себя ловит, он живет в километрах 30-40, наверное, от меня. Вот, он у себя там на озере щук таскает, ё-моё. Вот, он это, матушке привозил мои бабки свои. Давал щук, вот, он привозил, она жарила. Я-то не люблю щуку, не очень. Озерную тем более. С речки еще, может быть, поел бы. А озерную я как-то... Мы вот лазили по оке, и что-то хищник вообще не берет. Вообще не берет. На живца шел, я на живца доставал, судака доставал, потом щуку доставал, окунь. Ну, окунь меня замучил, конечно, окунь замучил. А вот судака и щуку, ну, доставал такие. Я сама, главное, поймал там на 16 кило с лишним. Ну, правда, и вытаскивал не я. Ребята помогали. Просто у меня здоровье не то, такие оковалки таскать. Вот. И мне пришлось как бы человека просить, чтобы мне достал. Потому что я чувствовал, что тяжело идет. Вот теперь то, что надо. Партия угля. Вот он, 40 сразу делает. Видите как? 40 сразу сделал. Вытащить. Значит, больше нельзя из этого, наверное. А, не, еще, смотри, еще сделал. Вытащить. А еще партию даст? О, ты нормальный я так. Ты смотри. Давай-ка мы вот так по одной поставим. Ай, блин, а серию не делает, что ли? Ё-моё, ну так плохо. Сейчас я вот так вот настрою. И так быстрее будет. О, блин. Это сколько шуглят получится. Нормально так. Уже считай. 400 почти что. Все. Партию нельзя. Только по 4. На речке здорово. Димка на речке просто следить за печью. Все. Все вытащили. Все, уголь сделали.
А чё я сел на лошади? Мы же можем это, телепортнуться же. Вот дядь Саша забыл уже. Вот так вот скрываем лошадь. Нажимаем кнопочку 8. И оказываемся дома. На хате. И оказываемся на хате. Только желательно прыгать аккуратнее вниз. То есть можно убиться. С этой крыши спрыгнуть и убиться. Так что, ребята, аккуратнее будьте. Управление собственностью. Что там? Еще можем, да, положить одну штучку золотистую, да? Сейчас сделаем. Подношение. О, власть качнулась уже за 32. Ну ладно, и уже 15 клеток. Что с курочками у нас? Да не, еще с курочками рано. Рано еще курочек. О, здесь курица прибавилась. Родилась. Одна родилась курица. А чё с этими? Ничего нету. И здесь ничего нету. И здесь курица родилась, походу, да. По 10 было. Каждый. Там 11, тут стал 11. Скоро мясо будем резать. Ты один, что ли? Сам с собой играешь? Ну и как? Ну, а в стриме же написано. Одиночное выживание. О. Один, сам себе хозяин, сам себе все строю. О, выравниваю. Надоело выравнивать, иду, что-то другое делаю. То есть такое. О. Сейчас вот поделим. Сюда чуть-чуть положим. В кузню. А это в заначку уберем. Да, потихоньку вот. Сам строюсь. Без помощников. Не, Серега хотел со мной поиграть, но что-то у него не получилось ко мне подсоединиться. Вот что. Сейчас возьмем 5 штучек. А этот хлебушек сюда положим. Больше не надо. Вот это тоже можно разделить пополам. Тоже положим сюда. Вон яички у меня уже, видите? Яички. Так, ну что, здесь и давайте тогда это. Будем здесь выравнивать под склад. Здесь вот конюшню я построю. Здесь конюшню. Эту штуку можно это перетащить. Куда хочешь поставить. О, видите? Надо ту штуку притащить оттуда сюда. И вот так вот можно перетащить и куда хочешь поставить. Вроде бы так. Так, здесь ступенька будет. Давай. Не, вон туда лучше давай. Поставим. Вот сюда попробуем поставить. Здесь ступеньки. Вот сюда вот ее можно. Высадить. Вот, положить. Вот мы ее сейчас чуть-чуть сюда поправим. Нифига. Нельзя. Бля. Вот бы она бы тут постояла бы, было бы просто шикарно. Может ее... О,
Пускай она чуть-чуть повыше будет. Вот ее даже... Не сюда. Вот сюда, с краешку поставить. О! Самое оно. О! Все, стоит прям супер. Супер. Все супер. Ну а как без файликов-то? Тут такая система, раз, и что хочешь сделал. Сервер-то свой. То есть, тут хитро, да, тут без файликов никак. Нет. Ну как без файликов тут? Вот это вроде мне надо, файлик. Правильно? Блин, серебро мне не нужно. Полез смотреть. ID главное знать надо. И все. ID главное знай. И все. 334. О. Без файликов никак. 334. Вот она. О. Без файликов никак. Ну да, просто здесь страдания, они сделали так, что ого-го, страданий здесь можно очень-очень много страдать, и то есть в итоге лучше с файликами, это как бы, ну, немножко полегче, вот, то есть, видишь, у меня даже видишь, ГМ включен. Вот видишь, слева вверху. Видишь, вон ГМ. То есть я начальник туда. Но когда я захожу, пока что я не веду код специальный. Вот, оно-то это не будет. Но ну тут просто, если так добывать, это очень-очень-очень долго. И, ну, блин, не хочу. Вот. Нет, можно в нее это, если бы был бы народ, да, там 2-3 человека, 4 хотя бы, человека 2-3 было, можно было бы и без файликов, то есть обойтись своим, как бы, и без файликов. Ну, блин, без файликов. Я не знаю, он вчера Хинтер играл, он говорит, а как ты Глеба включаешь, понимаешь? То есть я смеялся над ним. Он говорит, так, а как же ты Глеба включаешь? Ну, пришлось ему дать ссылку, вот, потому что объяснять это очень-очень долго и нудно. Вот. Я ему дал ссылку, где это все почитать. Вот. И он тоже себе сделал по ходу файликом. Не знаю, сегодня еще что-то не слышно, не видать. Вот. В чате. Наверное, не заходил еще. Ну как тут, ну вот, сейчас вот, считай, 1,3, это сколько мне надо выкопать? Во-первых, карман тут предел. То есть я бы столько не смог переносить. Вот. Вот так вот копать лопаткой, это выкопать надо, накопать земли, потом отнести. То есть, ну, это можно, если ты играешь на сервере там где-то, да, то есть, а здесь я думаю, что просто я уже играл в нее, то есть я без файликов играл, то есть у кого-то на сервере, я вот помню. Вот, делал эту всю прокачку. Вот, надо вот коня мне выпустить,
чтобы он мне не маячил в кармане. О, ну, файлики тоже, видишь, какая штука. Тут они много изменений сделали, да, то есть немножко добавили сложностей в игре. Ну, все-таки они, не подумавши, это сделали, конечно. Раньше легче было. А сейчас надо региональное там это. Я попробовал это добывать, и оно добывается очень-очень долго. Вот. Ну, я нашел выход, как это все избежать. То есть достаточно ввести одно слово, и у тебя здание выстроено. Вот. Нет, ну что сам строить возможно, да, я строю сам. Вот. А если это невозможно, то я, Дим, конечно, использую, как ты называешь, файлики типа этого. Ну, стараюсь все сам. Вот дубы посадил, забор, конечно, там я буду по-другому немножко делать. То есть замок, не знаю, выстроить, не выстроить. Я думаю, от него толку нету. От замка, от этого. Но я могу его построить уже. Вот так вот выравнивать. Место под склад надо сделать срочно. Так, вот дом у меня стоит, да. Дом так стоит. Я вот здесь склад хочу сделать, а он большой склад. Вот. Телеги вот эти можно убрать. Телеги. Что такое достать из повозки? Блин, надо коня подгонять, чтобы отогнать эту телегу. Мне она мешает. Вот запрек. Теперь сесть. Туда перегнать надо. Я с той стороны склад хочу поставить. А может с этой стороны склад поставить? Я же здесь уже выровнял. Там я поле хочу сделать, чтобы сажать разное. Здесь можешь склад поставить. Что-то я не подумаешь. На ту. Нет, на ту лучше сторону.
Ты, блин. Вот они гады. Надо подвинуть. Да вроде подогнал коня-то. Все, он рядом стоит ее. А может конь не подходит? О! А по дороге-то она быстрее ездит. Да? По дороге-то она быстрее ездит, чем это. Так, еще одну лошадь надо. Где-то у меня тут была жеребеца. Сейчас туда жеребца еще заправлю. То есть по дороге она быстрее вроде бы ездит. Ну вот, теперь вот здесь вот я смогу поставить это. На эту. Вот здесь дорога у меня. Вот здесь тоже дорогу, наверное, сделать надо. Вот здесь дорогу сделать. Блин, я теперь не знаю, где у меня это. Открыть. Камень. Мне камень нужен. Так, вот здесь дорогу надо. Строить каменную. Вот здесь дорога. Так, так. Возле колодца тоже дорога. Со всех сторон. Так вот сделать. Все, дорогу здесь сделал. Здесь дорога, дорога. Дорога, дорога. Здесь вот можно строить что-то. Три-четыре клетки, а тут 5 клеток. Ну-ка, подожди-ка, а сколько склад у нас занимает?
Большой стоило. Большой склад. Сколько он вообще ячеек-то берет? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9 вроде. Ну-ка еще раз посчитать. 2, 4, 6, 8, 9, да? 9, и тут у нас... И тут он тратит раз, два, три, 4. 9 на 8. Вот как. Значит, мне надо расширять. Я хочу вот здесь вот сделать. Его вот сюда воткнуть. Здесь я 2 клетки отставлю. Вот рядом с этим домом. А здесь я поставлю этот. м, 9, да? И 8. 8 на 9. То есть я его хочу. Мне кажется, вот это мало будет. А если я его разверну сюда, но все равно. Так, надо раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот здесь вот последнее. Угу. Это 9. А туда мне надо 8, да? Ну тоже 9 на 9. Раз. Ну то раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот до сюда мне надо прокладывать. То есть 10 на 10 делать, это нормально. Тогда можно потом будет склад ставить. Вот туда и сюда. Все. Кто-то мне что-то пишет. Так, вроде бы сделал.
Здорово. Булочка. Здорово, здорово. Булочка, здорово. А мы вот что-то строим. Мы что-то строим потихонечку, потихонечку, вот так вот. Сейчас выровняем и склад построим. Потому что я уже устал что-то перекидывать с одного места на другое. Да ну, это бред какой-то. Склад построить, там хоть это побольше будет места, куда что складывать. Сейчас вот выровняем, сравняем. Потом там впереди надо конюшню строить. Вот, тоже. Ну, готовиться к этому. На чем? Ёшка. Это кто такая ёшка? Непонятно. Ёшка, это кто такая? Что это такое? Переведите, Дим. Ёшка, я не знаю, что такое. О, то есть... Переведи. Непонятно, что это такое. За ёшка. Да, да, на нем. Не ММО версия. Нет, это который в Стиме продавался в свое время. Потом они обещали, что мы сможем перейти на ММО. Вот. Но они не выполнили свое обещание. Ну, вот. То есть, считай, люди, которые ее купили, вот, они ничего не получили от этого, что в Стиме они в свое время купили эту игру. Вот. Но они обещали вообще-то. Я тоже тогда покупал, только ради того, чтобы пойти с ребятами играть, вот, в эту игру. Бесплатная стала? Разве? Там примак есть вроде бы, нет? Бесплатная? Что, они уже награбили себе денег? Потому что там, я знаю, на 3 месяца 10 баксов надо платить каждый месяц.
М. На рубли вроде бы 1000 рублей, что ли, с чем-то. Там у них так почему-то переводится, непонятно. М. Ну, ММО это ММО. Там опять же надо с кем-то играть, если есть компания, можно поиграть. Ну, здесь как-то отдыхаешь. М. Ну, а смысл туда, там чем разница с этой игрой? Что тут, что там, мне кажется, одинаково. Там только мир большой, вот это вот единственное. ММО-то. У меня в Стиме какая-то есть ММО. Можно будет попробовать. Или это скачивать надо отдельно. Там у них на сайте. Не, бесплатно не бывает ничего, и это явно. Там явно, если бесплатно, то все равно какой-то минус есть от этого бесплатного. М. Да не, ММО, там, ну если людей много, смысл. Это кому-то работать. Это неинтересно. Тут никто не мешает тебе. А там вечно то убьют тебя, то еще что-нибудь. А здесь ты как ты сам себе хозяин, ковыряйся, ковыряйся. Практически то же самое, что и там. Вот, только единственное минус. Ну, посмотрим. Хочется посмотреть. Прошло время какое-то, обновление. Я играл давно, наиграно 1000 часов. То есть хочется проверить, чем разница игра стала. Ну, то, что разница она стала, да, постройки надо рекламу, это региональные какие-то ресы добывать. Но ну, то, что есть, а есть. Чё? Там донат только скины и прем минусов от бесплатного в принципе нет. В наборе в кланы в основном 18+. Люди адекватно играют. А ты один играешь? Да, один. Да не, мы пробовали там, вон, Серега подключиться ко мне. Ну, что-то не получилось. Вот, не... Найти нашел, но загрузиться не смог. То есть, может быть, у меня интернет слабый. Подключиться не смог. Или у него, может быть, ноутбук слабенький. Кто ее знает, в чем дело. Непонятно. А в ММО смысл там играть? Ну, что там, за полями следить, еще что-то копать горняком куда-то.
Да я не знаю, там можно будет как-то и... Ну, пока что здесь есть что делать. То есть я еще здесь не доделал ничего. Хочется попробовать игру. Я играл просто в нее когда-то у одного мужика на сервере. То есть тоже он на 64 игроков был рассчитан. Я играл. И у меня все было построено, то есть поля свои, то есть территория большая, то есть нормально. Мы играли здорово, то есть там сажали и деревья, сажали это, то есть не, сервер, ну сколько он, месяца 3 он его держал, наверное. Да потом, не знаю, есть он сейчас, нету, не знаю. Ну, вот Хинтер появился. Видишь, Хинтер, эта игра, оказывается, есть ММО еще. И говорят, бесплатно теперь. Примак не надо оплачивать, видишь как. Вот Хинтер появился. Хинтер, я волшебное слово нашел. Если что-то выстроить хочешь, можно сразу выстроить. Вот. Волшебное слово нашел. Там можно, короче, ничего не строить, да, ничего не собирать. Вводишь его и все, и у тебя сразу все строится. То есть не надо мучиться. Сейчас скажу, какое оно. Я-то знаю, оно у меня заполнено, но я скопировать-то никак. Не смогу. Волшебное слово. Короче, название смотришь, да? И он тебе устраивает. И устраивает это здание. А что-то я не нашел. Волшебное это слово. Где-то было. Где-то было. Где-то я читал. А где? Не помню. А смысл, ну, понимаешь, смысл в чем? Во-первых, чтобы региональные ресурсы добыть, тебе надо в шахте просидеть столько, блин, столько перелопатить. То есть, во-первых, деревья тоже. Тебе там надо и дерево. Вот. Вот это вот, например, сделать как бы дверку, да? Вот. Или там окошко одно ему. Вот. И, то есть, тебе столько надо перелопатить, что это очень-очень-очень много. И тяжелый это труд. Вот. То есть, немножко разработчики с этим ошиблись. Где они у меня, эти двери? Сейчас я ей покажу. Вот такую дверку, чтобы сделать, и там, я так прикинул, это жесть. Я попробовал добыть региональные вот эти вот, да? Вот, видишь, вот она, руда региональная, да? Потом ее переделываешь вот в такую, то есть в брусок или в металл. Вот на эту дверь много чего надо. И чтобы именно все региональное было. То есть, вот склад, например, строишь, да? Вот, склад. И, то есть, региональное, там много чего надо. Вот. И, то есть, это очень-очень-очень долго. Я тебе сразу скажу. Очень-очень-очень это долго будет. То есть, такое. Так, ну ладно, я это выстроил, сделал. Давай-ка вот этот вот уголочек мы все-таки завершим. Да и тот надо. Тот надо. Давай-ка дальше еще. Здесь тоже проложим. Так что, нет, ну смотри сам, Хинтер, я, конечно, это, но то, что имейте в виду, что если
там что-то сложное, там, например, конюшню строить, там, знаешь, сколько ресов надо будет? Ого! Чтобы конюшню построить, это тебя там не просто так. Курятников ставь сразу, штуки 3-4, чтобы прокачать скилл. Вот, потому что ты не сможешь коров разводить, баранов разводить, пока что не прокачаешь скилл. Так что курятников сразу ставь больше. Животные, что-то я не знаю, я не нахожу. Но там животноводство надо качать, приручать. Я бы так на приручении прокачал бы, да. Ну, блин, я что-то животных объездил свой мир и не нашел животных. А что рассказывать? Я же в эту игру уже 1000 часов наиграл. Мне рассказывать ничего не надо. Я тогда, когда играл, я много чего изучил. Просто изменение, что тут, телега, и все. Ну да. Но ММО это другая игра. Ну там опять эти, бывают люди такие, они, знаешь, мешать будут. Я в Археч уже стримил раз. Я знаю, что это такое. Когда тебя зрители смотрят, ой, что-то у меня в голове. Что-то я подцепил походу. На мозг что-то ударило. Непонятно. Укол какой-то. Сейчас глянем. О, что это так? Ранение получил. Ранение какое-то. Магнитуда что-то. На 2 часа теперь, наверное. Или на 2 минуты. Не, на 2 часа, наверное, ранение. Оно заживет, наверное, потом. Можно, наверное, полечить чем-нибудь медицинским. Какое-то ранение. Откуда ранение-то я получил-то? Я вроде ничего не делал. У вас ранение. Откуда ранение-то? Что-то непонятно. Из-за того, что скидывал землю, ранение? Фига себе. Странно. Какая-то игра. Почему ранение-то? Непонятно. Да, хорошо, булочка. А у меня под стримом мой Дискорд. Ты можешь зайти ко мне и скинуть ссылку. После стрима в часиков 5-6 вечера по Москве я тогда зайду, пообщаюсь. Ну, сейчас нет. Сейчас пока что не хочу ни с кем. То есть зрителей так достаточно сидит, смотрит.
Мне просто хочется посмотреть на эту игру, что они сделали. Из-за этого я и играю как бы в нее. Из-за того, что посмотреть, что много было обновлений разных. Вот. Давай. Просто было много обновлений разных. И все такое. Я все не было времени зайти в нее, а сейчас нечего играть. Вроде бы. Пока что. Но в Sky поиграл. Там уже все пройдено. Вроде бы больше нету. Баги. Только баги. Одни. Я вроде бы не стал играть. Хотел стрим, а стрим что-то не настраивается через АБС. Ну, не очень там хорошо так получается стрим. Ну, надо будет ее, сейчас обнова, если хорошая выйдет нам в скайп, надо будет ее постримить все-таки. Не только же феодал. Ну, кто-то зашел, вроде бы. Вон, Тёма. Тёма. Вот мог бы сюда скинуть это, Дискорд, и я бы зашел бы, если что. Так что... Или в личку мне может скинуть. Я в Дискорде сижу, так что... Не жалко. После 5 я могу зайти. Просто до 5 я в основном стримлю. Надо канал развивать. Может, наплыв игроков, зрителей пойдет, не знаю. Ну, так, чтобы скучно мне не было. Сегодня вот меньше вроде бы. Но сегодня выходной. Сегодня можно не считать. Сегодня вообще можно было не стримить. Ну, вон Димка зашел. Вчера его не видно было, позавчера тоже. Димка зашел. Дядь Сашу посмотреть. Вчера люди тоже заходили. Кто-то новый. Понемножку, понемножку. Вот сейчас отстроим сарай, переберем весь этот мусор в сарае. Разберем.
Ну вот еще сейчас одно сделаю и хватит, наверное. Вот здесь вот еще до конца. И можно склад будет поставить, потом для конюшни место тоже подготовить. Ну, конечно, хлеб у меня вроде бы стоит. Конюшню большую потом. Надо сначала склад сделать. Может, чтобы вещи у меня не были везде раскинуты, а в складе лежали. И нормально будет. Еще две клетки. Как раз, наверное, хватит земли до этих двух клеток. И все, склад можно будет строить. Мгм. Все. Вот теперь здесь вот склад можно поставить будет. Вот с этой стороны склад. Так вот я думаю, вот здесь все-таки еще тропинку сделать и отодвинуть его вот сюда. И вот здесь вот, наверное, каменную дорогу. Мне кажется, лучше построить вот так вот. Пошире, чтобы она была. Ну, как бы, да. Но вот так вот две, считай. И тут две каменные. Может быть, за одну траву все это уберется. Блин. Как ее убирать? Вот надо было у этого спросить, как траву убирать, чтобы не появлялась на участке. Ну, вот так вот, нормально. Вот трава вот эта вот. Как ее убрать бы, блин? Может быть, камни надо накидать, тогда нормально. Вот. И вот отсюда склад будет. Так, подожди-ка. Земля у меня осталась. Давай-ка вот здесь вот еще накидаем. И вот туда до конца продолжим.
Блин, не хватило чуть-чуть ее. Зараза. Туда дорога будет. Здесь надо выровнять еще. Вот так вот дорога будет. Вот как раз она сюда будет приходить. Оттуда. Скала-то вот там вот. Надо закруглять ее вон там буду. Насыпь. А вот здесь вот конюшню поставлю. Вот. Это у меня хлеб будет. Правильно? Здесь конюшню поставлю. Тоже отступлю вот сюда. И вот туда конюшню. Надо будет это все равнять. Ну ладно, это потом. Бог с ним. Что тут у меня? Вот, растет. По чуть-чуть. Уже 16 радиус. Нормально. Что там с курочками? Нету ничего. А во, одна родилась еще. Дашь какашек? О! Какашек дал. То есть это надо 32 где-то процента, чтобы тогда можно будет собирать какашки. Вот 29 даст? Нет, 32%, короче, надо. Ребята стали играть в World of Warcraft. Классик. Какую-то я смотрю игрушку. Но здесь еще нельзя собирать. Не дает какашек. Животноводство уже немножко прокачал. Мне надо 30. Позволяет разводить животных в амбарах. Вот. 30, когда докачаю животноводство, тогда смогу в амбарах разводить. Позволяет приручать крупных животных и разводить их в небольших конюшнях. Вот. Позволяет управлять большой конюшней. Это когда 90 будет животноводство.
О, то есть ее можно не спешить пока что строить. Это, короче, животноводство. А вот это вот, я не знаю, заготовка припасов. Наверное, 30 докачают, тогда откроется. Дальше. Вроде бы так. Вот здесь вот луком что-то надо. Ну, мне этот военная инженерия, она мне не очень нужна. Сделать снаряды из нафты. Изготовить военная конструкция, ну, не знаю. Мне это ни к чему. Привет еще раз. Это булочки со стрем. Куда он в личку, что ли, кинул? Ссылочка. Я обещал кинуть ссылочку. Вот она. А там никого нету. Там никого нету. Все феодали сидят в ММО. ММО. Там никого нету. Не, я вступил попозже, в чай, вечером зайду по Москве. Тёма, если меня слышит, вечером зайду. Это какой-то требуш, это какое-то устройство могу сделать тогда. О, блин. Горшочек с нафтой. О, какой-то фонарь. Осадные факелы могу сделать. О, блин. Но это надо будет подумать с военной инженерией. Позволяет создавать средний набор военной инженерии. О, что это такое? Снаряжение инженера. Ну, тоже хорошая вещь, наверное. Но мне надо лук где-то. Ручное дело. Максимальное качество. Изготовление луков и арбалетов. Это ручное дело. Это, наверное, я луки и арбалеты могу делать. Позволяет делать простые стрелы и болты. Вот. А стрелы и болты, это, наверное, ножичком можно. О, видите? Вон, болты, вот они. Тут нужно кусочки обычного металла и твердая древесина. О, вот из веток можно. О, у меня где-то ветки валяются, много их. Деревянные, а деревянные из одного полена можно. О, стрела. Вот заодно я прокачаю это себе. Другую профессию. Ну, это потом, ладно. Потом. Я сейчас со складом разберусь. Так, склад. Вот он сейчас должен влезть, по идее. А вот это край будет, да? Так, карту пока что уберу. Так, край вот это будет. Наверное, вот здесь вот. Вот так вот, наверное. Сейчас проверим. Здание каменное.
Вот, да. Так. Всё, ну да, вот эта дорога у нас вот так вот. И вот чуть-чуть туда. Нет, туда. Там две дороги. Да, вот так вот. И развернуть, наверное, лучше. Мне кажется. Чтобы вход у меня тут и этот, чтобы был с этой стороны. Наверное. Фиг так сделаешь. Походу. Вот так, наверное. Вот эти подровнять надо. Вот так, наверное. Еще сюда. Ага, он там мешается. Так вот, наверное, нормально будет. Ну, камеру побольше сделал. А как же повернуть камеру? Можно? Интересно. Не, нельзя. Может, как-то и можно камеру повернуть. Но я не знаю способов. Придется пройтись. Может, еще сюда на одну клетку. Не, ну две здесь оставил. Там он мешаться вроде бы не должен. А академию как я проходить буду? Вот так, наверное. И кони как раз пройдут. Да. Где хитрое слово? Хитрое слово. Без файликов дядь Саша не может. Без файликов дядь Саша не может. Так, вот она. Вот и склад. Такой вот. Такой же, как и тот я построил. Только вот я не знаю, вот эта дверь открывается, нет? Я не знаю, склад. Вот, видите, сколько здесь места сразу большой такой стало. Нормально. Все рейсы свои перекидать с телег. Как раз она здесь подъезжать будет нормально. Ой, застревает что-то.
М. Вот я и половину отсюда могу туда выгрузить просто. Ну, вот это все повыгружать. Половина. Чтобы здесь не мешалось. Коней вот этих туда. Ну вот. По чуть-чуть разобрали. А здесь мусор один. Здесь пусть телеги все будет. Только вот эти вот можно разобрать. Колеса. Эти вот штучки. Вот золото еще можно. А это пусть валяется здесь. Мусор. Ее надо куда-то поставить. Камушки эти, самоцветы. Все в ней держать. Телегу ее куда-то поставить надо будет. Волокно надо еще. Вот силок. Попробовать, как силок сейчас пользоваться. Я их делал. Когда до этого играл, зайцев ловил. У них зайцы попадались. Так, из этой телеги что там вытащить? Вот это туда. Двери. Ты что не ложишься-то? Окна. Металл можно. Туда. Железочки вот эти. Гвозди.
Можно одну телегу вот эту освободить. Тут ничего такого нету. Туда все перетащить. Положить. Ну, одна телега у меня свободная будет. И здесь вроде бы телега тоже сейчас свободная будет. Точно. Деревья вот эти. У меня яблони лежат. А это в ту тележку надо положить. 3 штучки вот эти вот. Это для алхимии потом. Качать буду алхимию. О, и вторая тележка свободна. Ну, та для мусора будет. О. Вот это вот уберем, туда пускай в складе. И эту доску тоже уберем. О. Вот это тоже можно из нее убрать. А вот эти вот редкие вещи сюда можно сложить. Где-то еще были. Вон их. Вон их сколько набралось уже. Я когда копал, искал эту, там все это нарыл дело. Вроде больше нету. А вот это все лишнее вытащить отсюда. В склад перекинуть. Чтобы я по телегам не искал. А эта тележка тише, вот эти будут алмазы, изумруды. Гранит какой-то. Это для алхимии. Это, наверное, вот этот сапфир тоже для алхимии, походу. Рубин тоже для алхимии. Вот тут. Аметист тоже. Это не для алхимии, а для этой. Как его? Мочевина. Снаряды у меня где-то здесь лежали. Вообще повыкидывать, наверное, надо. Жестоко набралось. Где-то тут были. Вот они. Ну пусть лежат. Так, двери. Сюда окна. Сюда. Вот эту штуку сюда. Палочки, если понадобятся. Эту вещь. Вот как склад-то удобно. Сразу здесь и место вот это вот большая такая. Я не знаю, можно ее раздвигать вообще. Шире делать. И доски все будут сложены. Это вот регионально, ее отдельно надо. А эти вот так вот будут не региональные, а здесь региональные. Это сюда уберем. Там еще солома есть. Здесь пшеницу. Тоже это еда. Еды я много наделал. Еды много наделал.
Слитки тоже сюда. Это кусочки железа. А это уже оригинальный сделал. Кусочки железа. Металл. Ну вот. Немножко с мусором разобрались. Что-то я не нашел. А где у меня дубы? Были дубы. Куда-то делись. Тут все раскинуто где-то по телегам. И вот лазишь в каждую телегу. А здесь как хорошо будет лежать все в одном месте. Знаешь, там должно где-то в складе. Вот все вроде разобрали. Мусор весь. Теперь карту можно. Уже 4 августа. 4 августа. Надо посмотреть, может там что-нибудь у этих можно. О, собрать можно. О, еще яиц нанесли. Есть. О, до 20 уже добил. А кролики что-то не несутся. Что-то у кроликов собрать не надо. Вот навоз могу собрать. О, 35%, значит могу собирать. Ну, уже животноводство 25. Блин, побыстрее бы прокачать его. Вот 32 не могу. Зато продукцию могу собрать. О, 30 есть. Наверное, в клеве. О, управление появилось. Ура! Животное. А что это такое? Вот эти вот разведения, что ли, наверное? Так, а в хлев это кого можно-то? Я уж и не помню. Коров, наверное, да? Хлев. Зарезать уже могу. Скотину резать могу. Так, ну надо коров это сделать. Дядь Саше. Надо коров сделать. Попробовать сюда можно засунуть? Нет, наверное, овец только и баранов. И поросят, наверное. Сюда коров, наверное, нельзя. Но сейчас попробуем. Так, вот корова. Сейчас корову попробуем. Так, управление. Так, вот корова. Можно сюда? А, нельзя. Только каба. Походу сюда только можно. Нельзя. Корову. Нужно выбрать животное, которое вы хотите забить. Значит, только в конюшне, наверное, коров. Наверное.
Но мне до конюшни еще далеко. Значит, сюда надо овец и баранов. Если коров сюда нельзя, ну ладно. Свинью-то можно. Сейчас свинью сделаем. Вот, свинью можно. Свинью можно. А чем кормить-то их? Сейчас сделаю. Тут 15 штук животных можно, да? 15. Можно. 15. Это я сейчас сделаю 2 хрюшки. 2. Не, одну хрюшку. Одну эту. Баранов сейчас сюда. Наверное, можно, да? Сейчас проверим. Баранов-то можно. Вот, Борова мне надо. Борова надо. Так. Одного Борова. Чтобы они потомство разводили. Вот, хряк он стал. Все. А чё сюда вот? Чё это такое-то? Животные. Непонятно. Давай и морковку кинем. Ну, морковку тоже кинем. Сейчас еще сено принесем. Сено сейчас. Сделать надо еще овцу и барана. О. Овцу. 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 И барана. И барана. Вот. Все, Саня. Овца, барана. Корова нифига сюда нельзя. Вот баран, вот овца. Все. По одной штучке. Сейчас мы им еду накидаем. А во, баран. Овца. Это для размножения, походу. Пошло. Это они размножаться, наверное, будут. Так что ли? Это непонятно. А у курочек тоже так? А, не, у курочек нету. О, что-то у них это. Ну, нельзя. Что-то говна прибавляется больше. Ёпт. Я ж только что чистил. Что так быстро? У 6%. Так, тут пожрать надо что-то кинуть. Ой, не то нажал. Пойду за яблоками, наверное. Собирать надо. А может это пшеницу можно? А?
Яички уже прибавляются. Скажи, корову надо положить пока что сюда. Так. А пшеницу-то можно? За место еды. О, пшеницу можно. Как раз пусть жрут. Тут, наверное, 15 пшеницы влезет. Много. 10. Пусть жрут. Пшеница это же то же самое, что и яблоко, наверное. Не, ну лучше яблоко, наверное. Ну ладно, сейчас попробуем. Ага. Че? Много, что ли? Точно. Ну, больше нельзя, что ли? Ёпта. О, зарезать можно, ёпта. Нет, я пока что резать не буду. Они еще не полные. Вот здесь тоже зарезать можно кролика. Нужно выбрать животное. Ага, ну давай выберем. О, заготовку припасов стала качаться. Мясо дала, мех. Вот этих стариков надо зарезать. Молодых оставить крольчат. А вот этих вот зарезать. Вот и 14 тоже. Все, а эти пока что пускай живут. 6 штук тут будет. А тут курица. Тоже вот 18 зарезать можно. Вот эту тоже зарезать можно. По 16. Не, пускай живут пока что. Здесь вот 18 зарезать. А то подохнет, не дай бог. 17 тоже зарезать. О, 19 зарезать. Ладно, не, пускай живут пока что. Ага, заготовка уже не повышается у меня. Значит, что-то мне надо прокачать. О, перья появились. Курочка появилась.
Желчь какая-то затвердевшая. Так, надо яблоки ехать собирать. Блин, когда ж мои яблоки вырастут, а? Где-то тут кости были. Ну, какашки копятся уже. Перья пригодятся. А вот это надо туда, наверное. Шкурка пускай лежит. И курочка. Пускай пока что лежит, потом разберемся, что с ними делать. Так, а перышко сюда, это куда-то в алхимии, наверное, надо. Или еще что-нибудь. Ну, там для алхимии, во. Перышко это. Пускай там лежит. О, как же это все тяжело, а? Вот баранам надо набирать идти. Так, а у меня коня нету, да? Только все запряжены. Распрягать надо одну. Сейчас мы ее отгоним куда-нибудь и распряжем. Стой. Слезть. Так. Распрячь. Сейчас мы ее... тележку. Да пусть тут стоит. Она тут не будет. Во, поехали за яблоками. Но я думаю, не выросли еще яблочки. Долго растут. Малые яблони. Еще расти и расти. Вот сколько они будут расти, фиг ее знает. Дубы. Зачем рубишь? Фу, блин, вот гад. Дуб целый срубил. А, мне изучить его надо было. Ты взял, срубил. Мало еще. Нечаянно дуб целый маленький срубил, а? Ну, Саня, ё-моё. Ох, Саня, а? Пойдем дикие яблоки тогда собирать. Пусто. Пусто.
А яблок-то нету, я их уже все собрал. Ну, ё-моё. Ну так я не играю. О, есть яблоки. Конь, ты где? Прямо пониже туда съездим, там яблочки проверим. На том краю и не собирал. Все яблоки собрал здесь, рядом. Вчера еще. А вот здесь сейчас пособираю. Блин, ну где ж звери-то, а? Зараза, а? Так и нету зверей, а? Тоже нет яблок. Что за фигня-то? Ты их мог кроме меня собрать, а? Тоже нету, ёма, да ты чё? О, есть. Бля. Ну чё, это мало. Мне надо побольше. Что это, 23 яблока, это мало. Соточку надо бы собрать. Почему нельзя так сделать, чтобы конь ходил за тобой, а? Вот они гады, а. Этого нету. Тут тоже нет. Где конь? Конь, ты где? Поехали подальше прохать.
Пусто. Давай я 3 яблока еще собрал. Блин, что же здесь такие деревья-то пустые? 2-3 яблока соберешь и все. О, 6 и 1 дал. Вот это да. Два и 1. Пусто. Дубов-то здесь сколько, а? Ну вот, яблочков немножко набрал, хватит вроде бы. Сейчас скотине брошу. Скотине надо сено, наверное. Солома. А сено тут есть, интересно?
Вот, солома накидала, это накидал. Почти что полный. Угу. Тут солома еще есть. Так, ну надо это заканчивать, наверное, стрим. Народу мало, кто-то один смотрит меня вроде бы. Ничего не пишут. Пойти котлеток пожарить, пообедать, поужинать. Так, сколько там стрим-то шел? 4 часа. Да, пожалуй, я стрим буду заканчивать, ребята. Вот, ну, я это, котлеты сейчас жарить. Там посуду мыть надо. Привет, где рыбалка? А, Евгений, ты хочешь рыбалку? Рыбалка? Не знаю. Пока что не хочу в рыбалку. Вот Димка сейчас купил компьютер, да? О, настроит себе, будет играть в рыбалку. Тогда буду запускать с Димкой, ходить будем, рыбу ловить, карасей. О. Надо, одни рыбалку просят, Евгений, другие просят, это как ее, Архейдж, вот, ты не знаешь, что и это. Да можно сегодня порыбачить, пару часиков посидеть, на медвежке покидать. Сейчас покушаю, перекушу в часиков 4, в 5. В 5 запущу на часочек, на полтора. В рыбалку поиграем. Вот, уходить собрался, ем. Народ появился, зрителей. Можно и Архейдж. Вот я сейчас тогда прервусь, покушаю, перекушу. Вот, а там посмотрим по настроению. Да мне не хочется ни в рыбалку, ни в Архейдж, честно сказать. Вот. Вот, постримим еще. Я бы лучше в феодалах сидел. Приятного, удачного дня. Спасибо, Жень. Евгений, спасибо. Буду заканчивать, а то что-то народу нету.